Привет всем любителям биатлона, с вами Ваня Биатлон 1 и продолжаем следить за гонками в Оберхофе. На сей раз у нас женский релей, женская эстафета. 19 команд примут участие. Швеция, Франция, Чехия, Италия, Норвегия, Финляндия, Германия, Австрия, Словакия, Швейцария, Болгария, Польша 12, Украина 13. Тяжело видеть Украину во втором десятке, но переходный период. Словения, Соединенные Штаты, Латвия 16, Эстония 17, Канада 18, Казахстан только 19. Пока без просвета для сборной Казахстана. Не удаются гонки. Там какие-то первые початки, первые очки начали брать мужчины, но не более того. Так, до старта у нас 9 минут. Так, по составам пробежимся. Так, пошла ли трансляция? Должна была пойти. 9 минут. Напоминаю, трансляции здесь у нас не будет. Можно смотреть трансляцию на официальном сайте IBU. Ссылку я сейчас скину в чат. Ссылка в чате. Это трансляция на английском языке. Можно выбрать ambience, то есть без комментатора, если не нравится вам английский комментатор. Но мы будем следить за севидатой. Итак, Швеция. Магнусон, Хальденбергер, Эльвира Эберг, Хана Эберг, Эльвира Эберг. Эльвира наконец-то пробежала чисто первый спринт. Спасибо за подписку. Эльвира пробежала первый спринт, отработала чисто и была первой. Франция. Лужин Мано, Мишель Обрез, Абушай Симон. Чехия. Жислова, Харватова, Давидова, Баранькова. Итальянки не самым сильным составом. Паслер, Карара, Зингерле и Аухенталер. Норвегия. Йохансен, Тандерволд, Кнотен, Киркиде. Финляндия. Хамалайнин, Лейнама, Лентонин, Минкинен. Германия. Роте, Танхаймер, Хитешвальц, Пройс. Австрия. Сдуч, Гандлер, Ротшов и Жупе. Словакия. Ременова, Кузьмина, Анастасия. Анастасии буквально недавно было день рождения, 41 год, самая возрастная представительница родом из России, бегающая многие годы за Словакию. Ременова и Машнякова, наверное. Машинякова, да? Юлия Машинякова. Ну, вроде когда. Швейцария. Хескегрос, Гаспарин, Аита, младшая сестер, Майер, Басерга. Болгария. Димитрова, Христова, Здравкова, Адзамова. Польша. Старога, Жук, Марка Жакела. Украина. Кристина Дмитренко, Дарина Чалык, Юлия Джима и Алена Хородна. Ветер тут прям ужаснейший. Мы слышим, как завивает в камеру. Много было промахов сегодня у мужчин. Очень много промахов было у мужчин. Тамат Геокамель, который взял золото, 6 штрафных кругов намотал. Завивает. Будет много, я думаю, штрафов и у девушек. Снег. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кстати. Не забывайте. Наша задача дойти до 5000 подписчиков до Олимпийских игр. Напоминаю, трансляции здесь не будет. Кто ждет трансляцию? Трансляция по ссылке в чате. Так, дальше у нас Словения. Репинч, Лампич, Клеменчич, Гассерман. Соединенные Штаты. Ирвин, Андерсон, Редфрид. Латвия. Вольфа, Бенди, Кабаева, Сабули и Бледеле. Эстония. Кюли, Мермит, Сталихайм и Тамингас. Канада. Росеу, Мозер, Пайфер и Парадис. И Казахстан. Генева, Климина, Егорова и Скрипкина.
Вот такие составы. 5 минут до старта. 5 минут до старта. 90. Светлана Вальчевская, добрый дня. И Тикава Биатлона. Вам также, Светлана. И Нового года. Хорошего вам. Мирного неба. Чтобы в этом году все закончилось. Так. Веселое настроение. Снег завивает просто пипец. Сейчас немножко, наверное, помягче станет трасса. Будет тяжелее биатлонисткам. Снег так не валил на мужском пасьюте. Сейчас еще пошел снег. Ветер не прекращается. Прохладно довольно. 11-12 мороза в Оберхофе. Тут веселые всегда гонки. Посмотрим. Да, девушки тут разминаются, потому что очень холодно. Ну, посмотрим. В принципе, кто тут может зарубиться? Наверное, навязать шведкам и француженкам. Не знаю, кто может. Сборную Чехии точно нет. Сборную Италии с таким составом точно нет. Сборная Норвегии, возможно, попытается. Сборная Германии может попытаться дома, если будет неплохо стрелять. Сборную Украины ждем десятки. Ну, и больше, наверное, без сюрпризов. Скорее всего, тут будет решаться между Францией и Швецией. Здесь пока гонка, насколько я понимаю, инвалиды выступают, да. Да, пока нам показывают именно эти кадры. Ну, быстро пройдет эта гонка, насколько я понимаю. Завивает здесь. Жестко завивает. Но не на основной трассе, да, бегут здесь биатлонистки. Много китайских, кстати, представителей. 113 человек. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, трансляции здесь не будет. Трансляция будет. Идет на официальном сайте ABU. Ссылка на трансляцию закреплена. По поводу ставки ничего не брал по ставке, потому что какие-то коэффициенты не очень хорошие. Нечего такого взять было интересного. То, что Швеция выиграет, ну, такой КФ маленький, меньше двойки. Коэффициент меньше двойки. Да, пока показывают не основную камеру. Там, где готовятся девушки, переместили эту камеру. Завивает снежком, завивает. Спринт подсьют. А где основной? Может, не будут транслировать? Может, надо переходить все-таки где-то так искать? Что-то мне пока показывают именно... Не то, что я хочу.
Да, все, пошла гонка. Пошла француженка, выходит на первую позицию. Да, там можно выбрать. Да, Жан Мано захватывает лидерство. Снежок прошел. Большой украинский флаг здесь, немецкий. Александр Курилка подписан. Спасибо, Александр, что подписан. Ну и два лидера убегают. Убегают две биатлонистки. Это Лужин Маной. Кто-то за ней зацепился. Я пока не вижу кто. Да, шведка. Шведка зацепилась и уже 200 секунд проигрывают преследовательницы. Вот так лидеры начали уже на первом круге выяснять отношения. 10 секунд. Чешка на 3-й позиции, болгарка на 4-й, норвежка 5-я. Украина пока держится за Польшей, как и стартовала 13-й. В принципе, перестановок по факту нету. Единственная француженка обошла шведку. Болгарка на 4-й позиции с 11-й. Это напоминает только 600 метров первых. Что-то как-то пошло прям жестко-жестко. 600 метров, и девушки прям привезли преследовательницам 10 секунд. Держится Магнусон. Магнусон неплохо, ну, очень хорошо прибавила ногами в этом сезоне. В целом в сезоне хороша, но и прям ногами хороша. До этого больше на стрельбу полагалась шведка, а сейчас в этом сезоне все стало поинтереснее. В общем, в зачете идет Магнусон 4-й, Жан-Мано лидирует. Киркида, норвежка, на 2-й позиции, Микинин 3-я, Вира 4-я. Вира не выступает, напомню. Тут чешский уголок есть. Очень много чешских флагов. Да, отметка 11-1, но все, здесь уже в принципе ничего страшного нет. Те же 10 секунд остались у преследовательниц. Украина 15 отмечается, 15-4 отставание, Польша 12, Эстония, Латвия, Казахстан позади. Казахстан вообще провалилась. За Казахстан на первом этапе бежит Генева и уже 23 секунды проигрывает. До основного пилотона есть 6 секунд до латышки. Кто-то подписался, спасибо за подписку. 378 человек на трансляции, спасибо, что смотрите. Напоминаю, по ссылке в чате можно смотреть трансляцию. Также там есть английский комментатор. Мы следим только лишь за Сивидатой. Ну что, посмотрим первый огневой рубеж. Снежок вроде... Снега нет, ветер ужаснейший, дикий. Что нам показывает Сивидата? До 7 метров в секунду сейчас порывы. Но посмотрим, как девушки будут стрелять.
Посмотрим, как девушки будут стрелять. Уже на стадионе лидеры. Причем, по-моему, а нет, не шведка. Лужин Мано заходит первый. Красивые снежные горы. Праздник биатлона. Хотя по флажкам, ну, такой. Есть проблемы. Первая стрельба, напоминаю, будет из своих точек. То есть первое падение было. У кого падение? У болгарки было падение. У болгарки было падение. Француженка стрелялась чисто, шведку что-то всегда-то не показывает. Там проблемы с винтовкой вроде как. Да, высыпались патроны вроде. Шведка только сейчас начинает стрелять. Последний. Соединенных Штатов 3 штрафных круга. Ой, патрона. Украина 2 до патрона отработала. Шведка 1 до патрон. И сейчас вообще может... А нет, все интересно будет наоборот. Шведка отработала, она будет во втором десятке. Украина 11, Польша 12. Я тут засмотрелся на шведку, на Магнусон. Выпали у нее патроны. Казахстан с 2 допами. Идет, наверное, 18-м, потому что швейцарка схватила круг. Швейцарка схватила круг, Франция пытается убежать. За ним сборная Германия, дальше Норвегия, Эстония, Австрия, Чехия, Словения, Канада, Словакия, Соединенные Штаты. 37 секунд до лидера. Но до второй позиции 17 секунд. Напомню, за Украину Кристина Дмитренко. Что там на повторе? Да, она уронила на коврик ружье и вывалился магазин. Вывалился магазин. Нет, Казахстан все равно, несмотря на круг швейцарки, Казахстан все равно 19-й. Кто-то вообще не едет Генева. Вообще и тяжело бежится. Ну что, может быть, за счет того, что сейчас будет интересно... За счет того, что шведка откатилась, возможно, будет интересно посмотреть. Потому что мне казалось, что Швеция все-таки должна выигрывать. Там посильнее состав в целом. Магнусон только 16-й ушла, 47 секунд отставания, но сейчас пытается Магнусон отвоевать какие-то позиции, много проигрывает. Впереди, латышка она обошла, впереди финка. 19 секунд отставания от сборной Германии от Франции. Норвежка схватила 5 секунд. Эстонка 3 секунды проиграла. Словенка 2 секунды. Украина на 9-ю строчку обошла канадку и словачку. Впереди итальянка молодая. Я думаю, что Дмитренко может и итальянку обходить. За сборную Италии на первом этапе бежит у нас Паслер. Не самая быстроногая. Дмитренко, мне кажется, по силам зайти на 8-ю позицию. Впереди там чешка в 5 секундах, но посмотрим. Отмечается Франция на 3-1. Раздосадованная Магнусон, но надо бежать. Немка еще 2 секунды отыграла. Еще 2 секундочки отыграла. Светлана Дмитренко вчера повзала. Позавчера, наверное, да? Ну, первый круг был нормальный у нее. Посмотрим, что будет. Спасибо на подписке.
Все-таки завтрашняя эстафета. Посмотрели мы сегодня, как Подручный взял 7-е место. Может быть, у мужчин что-то получится завтра. Плюс лучшая позиция была... Ну, в общем, неплохой этап начался для сборной мужской Украины. Довольно шведские болельщицы у нас тут крупным планом. Тяжелые горы. Хорошо прокатывает Лужин Мано. Но немка держится. Немка никуда не отстает. Даже чуть-чуть отыгрывает. Напомню, Гротен за сборную Германии. В прошлом сезоне уже были медали. В этом сезоне пока сборная Германии так себя чувствует. Я думаю, что подводится под Олимпиаду. Шведка догнала тут уже пелотон, пошла рядом. Обошла тут уже канатку, вроде как и польку обошла. Нет, еще не обошла канатку, кстати. За канаткой идет. Ходит на второй огневой рубеж француженка. Еще сократила отставание Гротин до 15 секунд. Готовится Мишело. Будет один до патрон. 2 до патрона как минимум у Лужин Мано. Смотрим за стрельбой немки. Немка пока еще не стреляла. Будет штрафной круг. Ой, до патроны у немки. У француженки 3 молока. У немки, возможно, штрафные круги будут. Француженке тоже нельзя ошибаться. Последний до патрона на незакрытую мишень. А норвежка отрабатывает чисто и уходит первый. У Германии, скорее всего, будет штрафной круг. Франция с 3 допами. Украина 2 до патрона минимум. Норвегия ушла второй в 2 секундах. Эстонка отработала хорошо. Словенка. Чехия идеально. Шведка с 1 до патроном не может Магнусон возвратить. Да, 2 до патрона у шведки. Долго Дмитренко закрывает, но все-таки закрыла, не будет штрафных кругов у сборной Украины, но и в десятке Украина не подтянется к десятке. Шведка застрелила здесь. 3 незакрытые мишени, 3 до патрона, нельзя ошибаться шведке. Да, провальный этап, хорошо, что я ставку на Швецию не поставил. Хотя здесь все может поменяться. Это Оберхоф. Это жуткая погода. Ну что, шведка... Да, все-таки шведка закрыла. И на 15-й позиции так, наверное, и убежит. Украина убежала 13-й, 43 секунды отставания от лидера. Лидеры Франция, Норвегия, Италия, Словения, Эстония на 5-й позиции. Словакия и Соединенные Штаты. Финки 8-ми. Идут чешки 9-е, австрийки 10-е. Польша 11-е, Латвия 12-е. Германия накрутившая. Штрафной круг. Только 14-е. Ну вот эти 2 провала пока. Германия, Швеция первого этапа. 2 провала на первом этапе. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напоминаю, ссылку на трансляцию можно увидеть у нас в чате. Абсолютно бесплатно можно смотреть.
Казахстан идет 19-м, как и был. Плохо работает ногами биатлонистка. Но Генева в прошлом сезоне была на Кубке IBU. В этом тоже была на IBU, но потом его в Анси в Кукфильцем подтягивали. Результат в спринте 83-я позиция, ну да. Да, Дмитренко не хватает на последний круг. Польша 9, Латвия 10, Финляндия 11, Германия уже 12, Чехия 13, Украина только 14. И там большой просвет минута 20. Проигрывает шведка, швейцарка, канадка, болгарка и минута 40 казашка одна идет. Я думаю, будет круговой. Сегодня сборная Казахстана. Не бежит на этом этапе Китай. Последний отрезок пробежали француженка и норвежка в одни ноги. Горку немножко была быстрее француженка, а вот на ровной местности вниз все нормально. Латвия быстро бежит. За Латвию на первом этапе Байба Бендика, нет, Вольфа очень хорошо бежит. 6-я Эстония, Латвия 7-я, Польша 10-я держится, Украинка 14-я позиция, финка убегает. 3 секунды уже просвета. Не вытащить. На втором этапе за сборную Франции молодая Мишелло побежит. Хайденберг за сборную Швеции, за сборную Норвегии Тандерволд. Не начудила ли бы? Здесь Тандерволд может начудить. За сборную Италии Карара, быстроногая по юниоркам. Словенки идут 4-ми. За Лампич, Анна-Мария Лампич, бывшая лыжница, побежит на втором рубеже, на втором этапе. Соединенные Штаты идут 5-ми. Соединенные Штаты, это Ирвин была, побежит Андерсон. За Эстонию Эрмиц. За сборную Латвию вот как раз таки на втором этапе Байба Бендика. За сборную Украину Дарина Челык. Молодая биатлонистка. Была в спринте 60-й только. Да, передала эстафету Франция в 8 секундах, Норвегия, Италия в 17, Словения в 21. Там дальше просвет небольшой. Да, латышка обошла Ирвин. 5-й передала сборная Латвия. 6-я Соединенные Штаты, Эстония 7-я, Словакия 8-я. Польша 9-я, Германия на 10-й позиции. Небольшой камбэк сделали немки. 37 секунд отставания от лидеров. Австрия 11-я, 42 секунды. Ждем Чехию, Финляндию, Украину. Чешка 50 секунд, украинка 52. Обошла все-таки украинка на последнем круге финку. Но отставание большое, 52 секунды. А финка здесь проиграла на последних метрах дистанции. Ух, 12 секунд. Совсем стала финка на финише. 30 лайков, спасибо, что лайкаете. Подписывайтесь на канал. Скоро у нас будет 5000. Я надеюсь. Так, ну что, борьба продолжается. Норвегия. Норвегия, Тандерволд. Куча болезней, передряг у Тандерволд, проблем со здоровьем, но продолжает бегать. Швеция только 16 минута 38 отставания.
Что-то не пошло у Магнусен, и с ногами беда, возможно, с лыжами беда. Да, конечно, это пока провал, и камбэкнуть минуту 30, но не думаю. Не думаю, что это по силам сестрам Эберг. Но посмотрим. Это биатлон, такая погода, что все может измениться. Канада передалась 2-12 отставания Канады. Казашки еще нет. Казахстан больше 2,5 минут будет проигрывать. И это точная заявка на то, чтобы сняли. Для шведок ценят отставание, но не знаю. С учетом, что там быстроногие Брыза, Буше, Симон. Ну хотя обратно же Брыза, Буше может намазать. Посмотрим. В общем, интересно пока все. Француженка отмечается на отметке 6,6. Норвежка тут ногами немножко проиграла. Почти 2 секунды, 10 секунд отставания. Дальше Карару ждем. Словакия пока идет 8-й, да? Нет, Словакия 3-я, нифига себе. На втором этапе за сборную Словакии Анастасия Кузьмина. В Оберхофе здесь была в спринте 20-й. Двадцатой была Настя. Напоминаю, самая возрастная. А самая молодая Аджамова, наверное, Рая из сборной Болгарии, 18 лет. У мужчин Симон Эдер, 42-летний, самый возрастной. 42 года. И Настя Кузьмина врывается, обходит молодую итальянку, словенку, американку, идет третий. Сейчас посмотрим на отставание. 25 секунд. Ну, почти 8 отыграла со старта. Проиграла здесь Чилык 5 секунд. 57 уже отставание сборной Украины. Финка ее обошла. Позади шведка. Ну, шведка там много проигрывает. Минуты 35. Всегда болею за Норвегию, но этот этап с Инглинд не буду смотреть. Надо выпить валерьянки. Я же говорю, у Thunderbolt что-то вот как понеслось с позапрошлого сезона. То она там стреляла не туда, потом болезнь. Вот это обморок был, когда у нее. Потом операция. Да. Но боец Thunderbolt. Это без сомнения. Немного проиграла здесь Thunderbolt. Буквально 0,3. Словенка еще отыграла. Еще словенка экс-россиянка. Напоминаю, Настя Кузьмина, уроженка России. Еще 4 секунды отыграла. И 23 секунды до лидеров. Расстроенная Магнусен. Итальянка отыгралась. Тоже здесь 3 секунды. Американка 2 секунды. Но пока такое ощущение, что француженка довольно медленно идет. Почти все отыгрывают. И Байба Бендига отыграла, и Эстонка 2 секунды отыграла. Немка на 9-й позиции. Возможно, немки восьмерки будут на первом огневом рубеже. А шведка в одни ноги прошла. Нет, в целом нет. Француженка нормально идет. Что-то Магнусон объясняет по лыжам тренерам. По винтовке, да. Расстроенная Магнусон, но ничего. Главное, это не на олимпийском этапе, а... Ничего страшного не произошло. Так, ну что, Мишело на огневом рубеже. Кстати, Настю обогнала самая быстроногая, наверное, биатлонистка на сегодняшний день, Лампич.
И на огневой рубеж зашла Словакия 2, Словения 3. Француженка работает 3 из 3, пока 4 из 4. 5 из 5 француженка убегает. Идеальная стрельба. Thunderbolt также 2 из 2. Такое ощущение, что подтих ветер, и сейчас биатлонистки хорошо стреляют. Словакия чисто, Норвегия чисто. Убежало 3 лидера. У Словении проблемы. 2 до патрона как минимум. Будет у Лампич. Да, Настя Кузьмина убежала 2. А Анастасия Кузьмина убежала 2. Норвежка Thunderbolt 3. Быстро стрелялась Анастасия. Да, сократила отставание и остается... С учетом того, что она догоняла француженку. Сейчас будет интересно посмотреть. 3 до патрона Словении. У Италии будет штрафной круг. Украина идеально отработала 5 из 5. Дарина отработала 5 из 5. Возможно, войдет в десятку. Сейчас посмотрим на выходе с первого огневого рубежа. У Польши круг до 3 до патрона понадобилось Германии, но все равно. Шведка только пришла. Да, Украина 10-я минута 0,4 отставаний. Шведка начинает с промаха. Світлана, чому дивитесь тут, а не в українське разом з нашими? О, у Швеции полный провал. У Швеции полный провал. Будет штрафной круг. У сборной Швеции еще один. Биатлонная семья. Разом с нашими. Да, штрафной, еще один штрафной круг. И у сборной Швеции вообще что-то не задалось со стрельбой. Беда, беда, беда. Болгария 17-я, Канада 19-я, Казахстан только прибежал 19-й. Не дивлюсь, а слухаю від коментатора, мне тошнит. Так, ну что, отыграла Анастасия Кузьмина 3 секунды, отыграла и Thunderbolt 2 секунды. Отставание сократилось. Сейчас посмотрим. А нет, Австрия уже очень много. 49 секунд. Пока 3 команды убежали довольно сильно. Причем лидеры, которые могут достать, это, наверное, финки на 8 позиции. Ну и Германия на 12-й, минута 16. Отставание сборной Германии. Это очень-очень много. Латвия на 4-й позиции. Кто мог подумать? Словения 5-я. Австрия 6-я. Так, я не понял, это что, Лампич? Латышка обогнала Лампич? Там не было у Лампич падения или чего-нибудь такого? Как-то Бензика быстрее Лампич идет сейчас, получается. Бажаю здоровья. Юки, мы вам бажаем здоровья. Здесь немножко вниз француженки лучше лыжи отработали, но не намного. Thunderbolt просто Кузьминой приблизилась. 15 секунд отставания словачки и норвежки. Италия на 14 позиции, минута 38. То разрывы сейчас огроменные. Группа первая из 3 команд, дальше группа из 6, дальше группа из 5. Выпала там Украина, кстати, да. Стала ногами немножко.
И дальше большой разрыв. 2 минуты 12 секунд. Швейцария. Швеция ушла в 18-й. 2:36 отставания. Лампич сбрасывает ход перед стойкой. Наверное, еще нет. Еще рановато было. Вот она проиграла именно на спуске. Тут спуск. Вот эти 600 метров. 8,6, 9,1. Может, лыжи не едут у нее. Там спуск. Вот этих 600 метров. Я не думаю, что на спуске она и так, наверное, нормально отработала. Итальянка проиграла. Ну, тут, в принципе, в одни ноги 2 секунды Чилык проиграла. Обошла немка Чилык, подержаться бы за немкой. Немка 10-я, 11-я украинка. Американка сократила отставание. Ну, Германия выбраться... Ну, в принципе, надо смотреть. Словакия удержится ли в тройке? Ну, наверное, маловероятно. Словакию кто еще бежит? Ременова... Мария... И Машнякова. Вот, Машиньякова. Наверное, так. Юлия. Но она бегала вообще на Кубке IBU. Первый ее старт. Француженка начинает с промаха. И она была только 90-й. Поэтому, наверное, Словакия не удержится в тройке. Посмотрим. Настя также мажет. Второй доп. Патрон понадобится француженке. И норвежка мажет. Француженка закрыла. Словачки и норвежки по 2 патрона как минимум. Долго стреляют. Будет... Так, норвежке нельзя ошибаться. Норвежке нельзя ошибаться. 2 доп. Патрона на 2 незакрытые мишени. Француженка убежала. Настя закрыла 2 доп. Патронами. И будет штрафной круг у Тандерволд. Тандерволд, штрафной круг. Да. Не хочется сказать, что мы тут накаркали чатом, но это похоже на Thunderbolt. Это похоже на Thunderbolt. Стабильности прям не хватает. Бендика сейчас долетит уже на 2 круга минимум. Не пошла. Что-то не пошло. 3 круга, такое ощущение, у Латвии. Да, 3 круга у Латвии. Лампич отработала чисто, убежала 4-й. Финляндия тоже застрелилась минимум 2 круга. Чешка. Украина последний доп. Патрон на мишень. Долго выцеливает. Но все-таки закрылась. С 3 доп. Патронами справилась. Норвегия 54 секунды отставания от лидера. Словения 4, Соединенные Штаты 5, Германия 6, минута 19. Польша 7, ждем Украину 8, минута 26. В целом хороший этап в исполнении сборной Украины. Италия 9. Финляндия на 3 круга, Эстония на 2 круга. Ну, в целом стрельба, ой, как плохая, в общем. Австрия с кругом. Австрия круг. Ну да, в целом у Австрии провальный. Пока не провальный, но не самый идеальный выступление. Кто за Австрию бежит? Сдуч, Гандер. А, ну там не самый сильный состав. Там не самый сильный состав. Шведки снова проблемы с мишенями. Последний доп. Патрон. Все в стиле Thunderbolt. Ну, типа того.
Причем в самом старте, когда она только стартовала, не было у меня таких проблем. Нет, болгарка все-таки чистая. Ой, шведка все-таки чистая. Но все равно, 16 позиция, 2.41 отставание сборной Швеции. Впереди Финляндия, 15 позиция. Тоже провальное выступление пока для сборной Финляндии. Я думал, что они могут побороться, но нет. Ханна Эбер крупным планом. Но Швеция отстает 2.41. Как это отыгрывать? Я думаю, что если француженки не будут заходить на 2-3 штрафных круга, то никак. Думаю, что никак. Немки, нам мне кажется, что здесь поборются за тройку. Немки поборются за тройку. Идут немки шестыми, минута 19. Тут, в принципе, все могут побороться при удачном, при хорошей стрельбе. Если вот сейчас Украина не будет стрелять без штрафных кругов, неплохо поедет, а все будут ошибаться, почему бы и нет? Почему бы не зацепиться? На трассе очень много болельщиков из разных стран. Тут и болгарские флаги, чешские, украинские и бельгийские. Отметка 11.1. Убегает француженка. 3 секунды привезла. 29.1 отставание сборной Словакии. Словенка обошла Тандерволд. Там, напоминаю, Анна Мария Лампич. Но норвежка держится. 49 секунд. В целом отыграли 2 секундочки у Мишело. Казахстан на дополнительный, на 2, как минимум, доп. Круга. У Канады не бежится. У Канады нету штрафных кругов. На 18 позиции 3 минуты отставания канадок. Польша 6-я, Германия 7-я. Полька обошла немку. А за сборную Польши кто идет? Анна Мака. Хети Швайц. За сборную Германии. Финишировать будет Франциска Пройс. 5 секунд здесь проиграла. Многовато. Дарина Челык. 9-я позиция. Итальянка обошла. Позади Австрии на 10-й позиции, но не достанет. Австрийка там 18 секунд. Бреза может зайти на круг, но в этом сезоне для Франции нет конкурентов. Ну, как бы есть конкуренты. Если сборная Швеции под первым стартовым номером, значит она в общем зачете первая, значит есть. Фаворит все-таки Швеция. Причем Хайденберг. Было у них сначала 3 таких толковых биатлонистки. Хайденберг начала показывать такие результаты индивидуальные, неплохие. Поэтому не знаю. Я не очень согласен. Просто у сборной Франции более сбалансированный состав. Это да. То есть там больше биатлонисток, которые могут побежать, если кого-то не будет. То есть у них в целом там состав более забаланшенный. Польша 7-я передала Соединенные Штаты. Германия 5-я вообще передалась минут 16. Ну да, Германия будет бороться. Германия будет бороться. Майк, а зачем вести подобные стримы, когда есть официальная трансляция, бесплатно кому надо слушать бред какого-то полудурка? Ну ты же зашел сюда, что-то написал. Я не знаю, зачем писать полудурку что-то в чате? А, в эстафетах... Нет, так в эстафетах у них более забаланшенная, но в целом Швеция все равно идет впереди. Официальная трансляция скинута в чате.
Ой. Да, его на 24 часа кикну. За матики. Украина 9 передалась, минута 46. Казахстан сняли как круговую. Бриза легко может зайти на круг. Очень легко. И тогда вообще непонятно, что будет. Тогда, наверное, немки. Хотя и норвежки, почему нет? В общем, пока непонятно все. Француженки сами по себе не быстро бегут сегодня, такое ощущение. Потому что 30 секунд только отставания. И не заходили на штрафные круги. С учетом того, что 43 отставания сборной Норвегии, был штрафной круг. Блокируйте неадекватов, да? Правда, неправильно его удалил, надо было полностью удалить. А он... Так вот именно, что кому-то не нравится, не понимаю. Вон дверь, вон... Надо прийти обязательно и авторитетное мнение свое высказать. Ладно, проехали. Не будем негативить. Так, отметка 12-6. Словакия начала уже проигрывать ногами. Норвежка 2 секунды проиграла. Словенка 8 секунд. Бриза Буше очень быстро. Бриза Буше быстро. В спринте была 31, но там было 3 штрафных круга. В целом дома в Анти неплохо было все у нее. Остерсунд старт был провальный. Хофильсен был спринт 15, 3 штрафных круга. Пасьют была 4 с 2. Ну вот чуть-чуть выровнялись результаты Бриза Буше. Идеально еще не стреляла в этом сезоне. Поэтому посмотрим. Бриза Буше может начудить в лучших традициях. Украина 9 секунд здесь проиграла. Минута 55 отставания. Впереди Италия. Минута 54. Ну, даже может 8 зайти, кстати. Ветеран. Не знаю, капитан ли Юлия Джима, но ветеран сборной Украины на 3-м этапе. Посмотрим. В спринте была 82-й только. Очень плохо ногами себя чувствовала. Германия на 5-й позиции, минута 19. Польша 6-я, минута 27. Соединенные Штаты, минута 28. Швеция поднимается на 11-ю позицию. 2.32 отставания. Ханна Эберг. Впереди Австрия. Ну, это очень много. Шведки как бы только один штрафной круг. У них что-то и с ногами, и с оружиями, я не знаю чего. То есть, по факту, они только штрафной круг один пробежали. Ну да, долго стреляла Магнусон. Норвежек 5 секунд ногами проиграла. Да, на 3-м этапе Кнотен. Кнотен была в Эберхофе 45 с 3 штрафными. В целом неплохой ход был у нее. Ну что, француженка на первом минимум рубеже. Разрывы очень большие. Финляндия идет 12-й. Брюза Буше очень медленно стреляет. Очень медленно, аккуратно старается стрелять. 4-й мимо, будет до патрон. Словакия ногами здесь еще 13 секунд проиграла. Почти минута. Да, она будет больше минуты отставания преследовательниц.
С одним доп-патроном закрыла. Закрыла мишенью, убежала Бриза Буше. Но там преследовательницы Словакия, Норвегия, Словения. Я думаю, что здесь Словения не поборется, а вот Германия, идущая пятая, будут бороться. Итальянки 8, Украина 9. Посмотрим. У Словакии в Словении как минимум по одному до патрона. Будет и у Норвежки доп. 2 у Словенки, 2 у Норвежки. Словачка закрывает. Словакия держится пока. У немки будет доп. Патрон. Ветер как бы не очень большой, но медленно стреляет. Словения, Норвегия закрыли. Сейчас смотрим, немка переложится к ним или нет. Да, нет, не переложилась. В целом сократил отставание, минута 16 осталось. Полька идеально отработала. Соединенные Штаты также. Ждем Италия и Украина. Здесь должна подойти Джима. Думаю, не должно быть с Лёшкой у Джимы проблем. Есть, проблема будет как минимум доп. Патрон. Но быстро отстрелялась Джима. У Австрии доп. Ханна Эберт пришла. Да, закрыла Джиму и уйдет 8. Шведки также минимум 1 доп. Финляндии доп. Шведки 2 допа. Там в одиночестве Джима такое ощущение, что побежит. Позади никого не будет. Финка отработала, да. 2.19 отставание Джима. Впереди итальянка в 25 секундах. Но пока заход в десятку для Украины по этому сезону это уже хорошо. А разрывы сумасшедшие. Финляндия по итогу 10, Чехия 11. Шведки только 12 или 13 будут. Да, и не сокращает отставание. Нисколько не сократила шведка отставание. Было, на входе на огневой рубеж было 2.39. А, на штрафной круг схватила. Ханна Эберт схватила штрафной круг, я этого не заметил. Ну да, полный провал сборной Швеции сегодня. Полный провал сборной Швеции. А Норвегия, наверное, будет все-таки бороться за второе место. Только вопрос с кем? Скорее всего, с немками. За первое место, ну не знаю, не верю я особо. Сейчас, если не начудит Бриза Буше на стойке. За первое не верю. За второе, наверное, за второе, третье будет Норвегия, Германия. Но может кто-то еще поборется. Швеция 3.16 отставания. 2 доп. Круга у Швеции. Ужас. Может они отмечали там победу в спринте Эльвиры? Не знаю, но... Канада, скорее всего, тоже сейчас снимут как круговых. Швеция 14 позиция. 3 минуты 16 секунд отставания. Просто провалы. Все 3 этапа провалены. То есть не один у Магнусона. У Магнусона как не пошло, так и дальше. Полетело все. Итальянка ногами стала совсем. Или это Бриза Буше там побежала в супертемпе? Ну, вроде как нет. Немка почти в одни ноги. Джима на выходе было 2.19. Сейчас, наверное, минуты 2,5 где-то будет. 2.30.
Ой-ой-ой, там Финка даже обогнал ее. Джима совсем стало. Не было падения у Джима, я что-то не понимаю. Джима проиграла 30 секунд. Но это и либо падение, либо ей вообще не надо бегать. Да, всякое бывает. 2.19, 2.44. Это сколько у нас? 27 секунд проиграла Джима. 27 секунд. За километр. Это что-то очень много. Шведка 3.21, Латвия, Эстония. Француженка уже на заключительном для себя 6-м общем. Джима треба заканчивать. Но если ставить, значит, наверное, нету никого сильнее. Наверное, так. 2 из 2 француженка. 3 из 3. 4 из 4. 5 из 5. Идеально Бриза Буше. Давайте посмотрим повтор. Тут центр. Центр. Осечка. Тут такой полугабарит, но это стойка. В целом она почти как лежа отстреляла. Чуть вниз ее клонила. Ну да, это без шансов. Наверное, это без шансов. Симон на заключительном этапе за сборную Украины. Была в спринте 3-й с 0. Ну что, Словакия, Словения, Германия, Норвегия. Тут 4 команды, борющиеся за 2-ю и 3-ю позицию. У норвежки доп, у словенки 2. У словачки доп и у немки доп. Чисто никто не отстрелялся. 2 у Словакии. У Германии и Норвегии по 1. Норвежка не закрывает первым доп патроном, немка убегает. Немка убегает. И норвежка убегает. Ну вот о чем я и говорил. Германия и Норвегия, скорее всего, будут бороться за 2-й и 3-е место. Ну, посмотрим. Еще один этап. Франциско Пройс за сборную Германии и Марин Киркиде за сборную Норвегии. Киркиде здесь сейчас, мне кажется, посильнее. Здесь и сейчас Киркиде посильнее. В общем, зачетчик, кстати, Киркиде 2 идет. На первом месте Лужин Мано. А Пройс там болела и долго восстанавливалась. Поэтому, если все так, если все по прогнозам пойдет, то Норвегия должна быть 2-й, Германия 3-й. Хотя посмотрим. «3.17» отставание Джимы. Вообще стала ногами полностью. Уже 12-я сборная Украины. Австрия обогнала. Значит, Джимы не было падения. Значит, у Джимы просто очень плохие физическое состояние очень плохое. Прям очень-очень плохое. То есть за один круг она проиграла ногами минуту. Больше минуты. Ногами проиграла больше минуты. Но работает пока чисто 3 из 3. Да, отработала быстро, чисто Джима. Тут вопросов нет. 5 из 5.
Но с таким ходом как бы делать нечего. Хана Эберг с одним допом. Украина снова возвращается на 10-ю позицию. Но отставание просто ужас. 3:21. Позади Хана Эберг. В 7 секундах я уверен, что обойдет. Австрийка и чешка. Быстро Джима отстрелялась, но это не спасет, я думаю. Не спасет никак. Немка подстала ногами, а норвежка держится. Норвежка по отношению к француженке отыграла 2 секунды. А немка проиграла 3 секунды. Поэтому, возможно, Норвегия второй даже передастся. Словения минута 50. Отставание. Словачка стала ногами. Словенка 8 секунд проиграла после выхода с огневого рубежа. А вот словачка стала 20 секунд. Чехия в целом неудачное выступление. И там, в принципе, нормальная сборная. Там Жислова, Харватова, Давидова, Ваборникова. Там нормальный состав в Чехии. Только 13 место. Снова нам накинуло на трансляцию народа. 400 человек у нас на трансляции. Нормально, но не максимум. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Высказывайте авторитетное мнение в чат. Био. Ну что, зарубы ждем. Зарубы за 2-3 место. Либо осечки от Симон. И тогда еще и зарубы за 1 место. Но я как бы не особо верю, что Симон может проиграть 1,5 минуты. А именно такое отставание преследовательниц. 1,5 минуты это 3 штрафных круга. Это очень много. Это очень много. Швеция на 9-й позиции. Да, и австрийка, и шведка обошли Джиму. Джима вообще снова стала где-то там. И чешка обошла Джиму. Может она, не знаю, может с травма какой-то бежит Джима. Ну, очень много. Может что-то повредило себе. Да, 3:51. Украина может вообще не финишировать с таким успехом. Могут снять как круговую. Пока круговые Канада, Казахстан. Франция уже передалась. Разрывы сумасшедшие. Сумасшедшие. 1,5 минуты везут немкам. Норвежки минута 34. Ну, удержалась, кстати, немка. На последнем круге нормально работает. В одни ноги, кстати, с француженкой пробежали. Словенка чуть похуже. Словакия, Словения держится, но обратно же. Словения не додержится. Ой, Словакия точно, а за Словению кто бежит? Словения у нас 14. А, ну Словения тоже не додержится. Там молодая Кассерман. Не, они тоже не выдержат накала. СС Джима поволочит на Олимпийские игры. Ну, наверное, да. Потянут на игры. Наверное, да. Ну, не знаю, но молодежь немножко же вот подтаскивают, подтягивают. Возможно, она какой-то опыт передает. Это что же важно. Тем более Джима, ну, классно стреляла и стреляет. Возможно, там какие-то моменты. Я вообще без негатива к Джиме отношусь. Шведки в цветы попадут.
3:30 отставания, а до цветов 2:30. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Там Словения, Словакия. Если Эльвира Эберг будет идеально стрелять, можно и в цветы. Можно и в цветы. Вот так смотрю. Ну нет, финки еще есть. Финки не отдадут. Ну да, могут быть цветы. В теории да. Но с учетом, что все проваливали свои этапы, Т-31, то ждем от... Ну, как бы не ждем, но от Эльвиры Эберг ждем, что снова что-то зачудят. Отставание Украины уже 4 минуты. Я боюсь, чтобы не стали круговыми. В Оберхофе снег неправильный. Ну, как бы... Неправильные пчелы, неправильный мед. Ждем на передачу Украину и Латвию. Передалась Украина 4:16 отставание. 4:16. Позади Латвия, Эстония, Швейцария, Болгария и... А, ну Канада и Казахстан снялись. В одиночестве бежит француженка. 1,5 минуты отставания. Это вагон с тележкой. Ну и тут заруба Пройс. Тут заруба будет. Пройс Киркида. Я как бы болел бы, наверное, за Пройс, но кажется, что Киркида обойдет. Киркида стабильна в этом сезоне. За счет именно своей стабильности Киркида и удерживается на второй позиции. В общем зачете. Не верю в провал Киркида. На спуске лыжи смотрю, и похоже, что у Киркида чуть лучше катит. Ну или она немножко сама почти более по габаритам, габаритнее, нежели Пройс. 54 км в час шли девушки с такой скоростью. Вообще на беговых лыжах это прям очень высокая скорость. И опасная. Три секундочки это ралли. Немка и норвежка, да, приближаются. Славенка проиграла 2. Словачка тоже 2 проиграла. Ну, пока первый круг. Пока еще силы есть. Будем смотреть на втором. Кто будет отваливаться. Из цветов вываливаться. Пока не показательно вообще. Не обходит, кстати. Киркида не выходит вперед. И в горку, в принципе, вместе работают. В горку легче все-таки подниматься Пройс. Норвежка все-таки более мощная. 1 до патрон понадобится Симон. Но долго она... 2 до патрона не закрыла дополнительную мишень. Держу кулачки за Киркида. Закрыла вторым допом, убегает Франция. Болельщиков сборной Франции здесь немного. Да, целых 1,5 минуты нам ждать. Ветер боковой 14.
километров в час. Это где-то под 6 метров в секунду, получается. Ну, ветер тут задувает с разных сторон, порывы. Тут всегда так. Ждем Германию, Норвегию. Показывают нам болельщиков. Отработали чисто. И норвежка, и немка, и убегают. Отработали идеально просто. Немка первая, минута 12. Норвежка чуть попозже, чуть дольше стреляла. Минута 19, 7 секунд. А славянка застрелилась. 2 до патрона как минимум. 3 до патрона. Норвежка чуть-чуть медленнее стреляла. Да, у Словении будет доп кружочек. А славянка чисто отработала. Американка 4 из 4. Эльвира Эберг прибежала на 8-й позиции. Пытается камбэчить младшая сестер Эберг. Отработала чисто и будет, ну да, уже скоро цветы. Будет уже в цветах, я так полагаю. Нет, за финкой. Финка чуть быстрее отстрелялась, но я думаю, что шведка обойдет финку ногами. Хотя Минкинен, быстроногая Минкинен тоже поборется с шведкой. Смотрим разрывы. Тут подсократились, кстати, по крайней мере, в первой десятке. И вот сейчас важная отметка, как там пойдут. Было 7 секунд, 3 секунды отыграла норвежка у Пройс. Чуть побыстрее идет сейчас норвежка. Но есть ощущение, что все на огневом рубеже. Украинка прибежала, 1 до патрона. За сборную Украины Алена Хородна. В Оберхоппе была в спринте 78 с 2 штрафами. И с 1 допом закрыла нормально. В целом веселая гонка. И француженка быстрее, и чем немка, и чем норвежка. Нет, норвежка в одни ноги, даже чуть быстрее. А немка подотстает. На отметке 21,1 уже сравнялись. Уже норвежка съела отставание в 6 секунд. Надышалась. Чаще работает Пройс.
И более мощное отталкивание у норвежки. Но вот это заруба за второе-третье место. Будем смотреть. Если, конечно, на огневом рубеже ничего не решится. Украина 13, 4-18. Отставание, наверное, как круговыми уже не снимут. Слава богу. А вот Болгарию могут. Болгарию могут. Болгарка только пришла на огневой рубеж. Но Киркида есть такое ощущение, что может выходить вперед, почему-то она не выходит. 7 секунд взлетела и стала за немкой. А француженка уже пришла на заключительный огневой рубеж. Да, шведка все-таки обогнала финку. Сейчас обойдут они вместе и словачку, скорее всего, и американку. Ну, словачку точно, а американку под вопросом. Американка неплохо идет. Да, здесь, скорее всего, мне кажется, Швеция и Финляндия будут в цветах. Не такое уж провальное для Финляндии выступление. До призов. Не-не-не. Минута. Минута 36. А, ну да. Ну не будет призов. Я уверен, что Пройс не уйдет на штрафной круг. Норвежка не уйдет на штрафной круг. Француженка отработала идеально. Такое ощущение, что может чуть не задом заезжать на финиш. Помахала в кадр. Ну что? Германия, Норвегия. Кто кулачки держит, я держу. За норвежку, на всякий случай. Что-то хочется. Хотя вообще мне очень нравится Пройс. Пройс будет до патрона, норвежка быстрее отработала. 2 до патрона у Пройс. Пройс надо восстанавливаться. Да. 1 до патрона не достанет. Не увидим мы, к сожалению, зарубы на огневом рубеже. Да, еще и третьим. Может еще и на круг уйти. Спешит с немка и... Да. Будет третий, но... Не думаю, что Киркида станет ногами. Не станет Киркида ногами. Симон можно идти пешком. Француженки молодцы. Да, молодцы. В целом тут не молодцы, скажем так, шведки. Но с другой стороны, на голову выше Норвегии. Более сбалансированная команда. У Франции есть из кого выбирать. Ну, для немок, немки в целом по сезону на 7-й позиции шли. Это хороший результат. Американки могут удивить, если сейчас идеально отстреляются. То есть американка пришла, шведка и финка. Решать, у кого будет деревянная медаль. 4-я позиция. Минкинен быстрее стреляет. Да, Минкинен отработала чисто. Американка до патрон минимум. И у Эльвира минимум 1. Но Эльвира, может, если быстро сейчас стреляется, может. Тандерволд довольная, но в принципе чуть провалившая свой этап. Нет, шведка не может закрыть, долго стоит. Закрыла, ну да, будет в цветах. И словенка здесь. Марусечка. Да, Марусечка. Да, Словения отрабатывает. Кто тут из быстрых? Нет, американка, наверное, не поборется. Ну, посмотрим.
Провальный, но ожидаемый. Провальная Италия. Чехия непонятно почему, что пошло не так. Ну, 3 штрафных круга. Но в целом третья позиция была по сезону и пока только на 12 позиции. У Италии, понятно, не основной состав. Кстати, без штрафных кругов только Франция, Соединенные Штаты и сборная Украины. То есть сборная Украины исключительно вот ногами проигрывала. Просто исключительно ногами. Что у нас там по лайкам? 52 лайка. Спасибо, что лайкаете. Подписывайтесь на канал. Да, 30 секунд. Немка бросила бежать. Позади там Финка. Ну, Финка будет бежать. Хотя нет, позади тоже полминуты. Тут разрывы полуминутные. Минута норвежки до француженки, полминуты немки до норвежки, финки также полминуты, шведка также в полуминуте. То есть разрывы в пятерке полуминутные. Бежать смысла абсолютно нет никакого. Докатывает Пройс. Не знаю, наверное, немножко расстроена Пройс, но с другой стороны, третье место для сборной Германии это хорошо. Наверное, лучшее, да, в этом сезоне, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, лучшее место. А нет, в Хохфильцене были третьими, в Старсунде были 11-ми. Ну да. Повтор Хохфильцена. В целом, немножко такой нормальный сезон, вернее, этап для сборной Германии. Возвращаются они. Хорн, Наврат. Завтра будет интересная мужская эстафета явно. Интересная будет, очень, мне кажется, интересная эстафета, потому что французов все вроде как неплохо. А Боттон и Ларрейт из-за болезни пропускают этап. Большущий флаг здесь. Симон финиширует с флагом сборной Франции. Поздравляем. Достойно, заслуженно пытание у ніяких. Болгарию сняли как круговых. Без шансов. Завтра за Норвегию. Нет, наверное, завтра буду против Норвегии мужской болеть. Я в целом никогда за Норвегию мужскую не болею, потому что, не знаю, как бы хочется поддержать тех, кто может навязать борьбу. Буду надеяться, что французы завтра навяжут борьбу. Завтра еще женский пасьют. Гонка мужская у нас 13 часов. Заруба, мне кажется, будет завтра классный в пассивте. Там Эберг, Минкинен, Симон, Киркиде Пройс, Жанмано 7-я, Магнусон. Ну, посмотрим. Мне кажется, что будет классная гонка завтра. И мужская тоже должна быть крутой. В принципе, побороться могут и шведы. Посмотрим на немцев. Если будут стрелять классно, то почему бы и нет. Немцы тоже могут побороться. Думаю, что завтра будут две классные гонки. Встречают тут болельщики Франциску Пройс. Достойное выступление. Не выдающийся. Был штрафной круг у сборной. Но в целом хорошо. Все, я думаю, что надеялись все-таки на вторую позицию, но ничего страшного.
Сборная Финляндии финиширует 4-й, деревянные медали у Минкинен. И как бы мы не смотрели на провальность, но Эльвира Эберг вытащила сборную Швеции на 5-ю позицию в цветы. Вопрос в том, что у Швеции Эльвира Эберг, а у многих команд просто одни из самых, ну, слабых биатлонисток на 4-м этапе. Татьяна Захарова, спасибо за трансляцию. Спасибо, что заходите, что пишете в чате. С вами веселее. Хорошего вечера субботы. Эльвира практически без эмоций докатывает, вкатила. Соединенные Штаты 6-е. Цветы. Это прям очень хорошее выступление сборной Соединенных Штатов. Словения 7-я. Австрия 8-я. Польша 9-я. Италия 10-я. Ждем Чехию, Словакию и Украину. Украина может финишировать либо 13-й, либо 14-й. Одно из двух. Так, Чехия 3.53, 11 позиция. Ну, провал Чехии сегодня, можно говорить точно. Чешки не выбрались из второго десятка. Наталья Галета, спасибо за трансляцию. Наталья, надо было писать в чате. Как всегда, не за что. Не видел вас в чате. Завтра присоединяйтесь. Час дня, напомню, мужская эстафета. Будет интересно. Будет, уверен, интересно. Плюс еще сборная Украины сегодня. Не сборная Украины, а в принципе, мне кажется, надо может побороться за что-то. Это Оберхоф, если будет стрелять. Подручный Мандин. Ну, можно что-то на что-то надеяться, я думаю. Хотя бы цветы. Хотя бы цветы. По женской сборной, если было бы десятка, было бы хорошо, но маем вот что маем. 13 стартовали, 13 скорее всего и финишируем. Ну, большой отрыв, там 5.41 отставание сборной Украины. 5.41. Да, швейцарка все-таки обошла. Швейцарка обошла, Украина будет 14. Латвия будет 15, Эстония 16, Болгария, Канада. Как круговые, как круговые. Всем спасибо, что были на трансляции, кто ставил лайки, кто подписывался, кто был активным в чате. С вами был Биатлон 1 Ваня. Подписывайтесь в телегу. А я сейчас сниму церемонию награждения для вас и выложу, может кому-то интересно. Все, всем пока, до завтра.